Ну что ж, наш завтрак с Димой готов, и мне кажется, я всегда буду любить овсянку с какао на молоке, с бананом. Мне кажется, это самое лучшее сочетание. Напишите в комментариях, какой завтрак вот вы всегда любите, несмотря ни на что. Вот самый-самый ваш любимый завтрак. Обязательно напишите в комментариях, возможно, вы мне дадите какую-то идею, потому что очень многие идеи, очень многие рецепты, новые какие-то. Я беру, кстати говоря, из группы ВКонтакте нашей TGym. Очень многие фотографии своих приемов пищи вы выкладываете в альбомы с фотографиями про питание, так что тоже заходите, там очень много чего интересного. Так, я уже пришла в тренажерный зал, вернее, в зал, где я обычно занимаюсь самостоятельно. Людей сегодня что-то как-то мало, ну, видимо, из-за дождливой погоды многие ленятся просто пойти в зал. Я, кстати, сегодня пришла сама, и, честно говоря, сложно себя заставить самой пойти именно в тренажерный зал, заниматься, потому что в основном мы с Димой вместе ходим, я как-то привыкла, и одной скучно, вот. Я все-таки немного зависима от компании, видимо, Диминой, и немножко сложновато, в общем, самой ходить. А вы как ходите в зал заниматься сами или вот с кем-то, с подружкой, там, с мужем? Вот напишите в комментариях, или вы все-таки вот за самостоятельные занятия. Так, ну что, я уже дома и сразу же пришла, разделась быстренько и буду делать себе протеиновый коктейль. Где-то после тренировки, вот такой вот нормальный, я ехала на маршрутке домой, прошло, может быть, минут 15, поэтому в первые 20 минут после тренировки, если вы худеете, запомните, это самое главное и самое такое важное правило для худеющих после тренировки в первые 20-30 минут закрыть белковое окно. То есть вам нужно съесть какой-то белковый продукт, лучше всего, который быстро усваивается. Это могут быть яйца, куриная грудка, конечно, можно. Ну, такой, в общем, перекус должен быть. Или, конечно же, протеин сывороточный, который быстро усваивается. Сделайте себе вот такой вот небольшой перекус. Обязательно он должен у вас быть, потому что если у вас не будет никакого перекуса после тренировки, если вы худеете, то эта тренировка будет какая-то бессмысленная. Энергия будет браться из ваших мышц, жир не будет растапливаться, да, так как мы это все представляем себе. А если у вас перекус будет углеводный, то в качестве энергии выступят углеводы, а жирочек не будет сгорать. В общем, вот такое банальное правило. Это что касается худеющих. Я, кстати, более подробно об этом писала, у меня был пост в Инстаграме. Если что, заходите там, смотрите. Ну, а я сейчас сделаю себе коктейльчик. Выпью его, и где-то уже через часа 2-3 у меня уже будет основной прием пищи. Пока не знаю, что я придумаю. Мы с Димой пришли сейчас в наша любимая кафешка Муму, да, мы обычно тут затариваемся, у нас сейчас обед. Я взяла себе борщик из сметаны, я просто обожаю этот борщ, у них какой-то странный рецепт, да, такой кисловатый, но он очень... Ты же тоже борщ взял? Нормальный борщ. Очень мне нравится. Пюрешка с котлеткой какой-то куриной, и Дима тут вообще по полной отрывается. А что-то у тебя такое темное? А хрен его знает. Посмотрим. Что-то положили не мясное. Да. Попробуем. Такие глаза красные. Ну что, Танюш, как твоя трансформация?
Ну как, я продолжаю, конечно, тренироваться и питаться правильно. Ну, это, конечно, у нас такие более отступы от нашего там рациона. Но, как вы поняли, я не заморачиваюсь сильно по этому поводу. И мне кажется, спорт это и питание, они должны быть в удовольствие в первую очередь. И я еще хотела вам сказать по поводу мотивации. Очень часто меня спрашивают, как смотивироваться и так далее, как начать там заниматься собой. И нужно просто понять, что это, опять же, все дело в твоем здоровье. И сейчас вот тоже, я сижу сейчас и не вылажу с Инстаграма. Меня вообще Инстаграм вот прям поглотил полностью. И сейчас вот в преддверии весны, да, там все скоро будут наконец-то оголять ножки, естественно, нужно худеть. И сейчас очень много марафонов. Вот марафон похудения, марафон там еще чего-то. Их настолько много, и я не знаю, хорошо ли это плохо, скорее всего, хорошо, мне кажется, потому что это в первую очередь мотивирует всех и как-то, не знаю, вводит спорт, что ли, в моду, можно так сказать. И чаще всего я слышу о марафоне, называется «Бешеная сушка». Мне кажется, сейчас по-любому все слышали об этом марафоне. Это даже не марафон, скорее всего, а какая-то игра. И самое классное, чем привлекает большинство девушек этот марафон, это призы, конечно. Потому что призы, ты вообще слышала? Там призы, Нет, а что? мини-купер машина. Ну, ничего себе. А можно я поучаствую? Нет, так получается мини-купер, 1 000 000 рублей, операция по увеличению груди. Я, кстати, задумалась, честно говоря. Я тебе свои сисечки отдам, не надо. Или, ну, денежный эквивалент, в общем, этого приза. И действительно, девчонки участвуют. Там Ну, такие... мини-купер это круто, извини, Так, что перебил. не, я просто... Это реально круто. Я просто, ну, как бы слежу, это уже 9-й сезон скоро будет. Я слежу за этим проектом и реально смотрела, девочки реально выигрывают эти все призы, потому что, ну, мало ли, все бывает, да? И выигрывают, и операции выигрывают, и деньги выигрывают, то есть все так серьезно. И, ну, особенность еще то, что там такой, ну, лидер, да, этого проекта, такой смешной чудак, он там так, ну, не слишком мягко, можно сказать, общается с этими участницами, но, как мне кажется, в такой... Так как они заслуживают в этой обстановке, правильно? Ну, знаешь, он просто вот Человек мотивирует. Самое главное Вот. мотивировать. Да, А вот еще реально. в зависимости от характера очень важно, конечно. Да. Так что, мне кажется, если вот вам нужен такой вот вариант мотивации, чтобы вот главное начать, да, то почему бы не поучаствовать, к примеру, даже в таком марафоне, это самый такой крупный, как мне кажется, на сегодняшний день. И да, тут вот я тоже смотрю фотки, смотрю видео, как тут девчонки занимаются, там технику им рассказывают. В общем, интересное дело, мне понравилось. Ну, а мы покушали, пойдем домой уже, наверное. Пойдем. Да? Вы знаете, я вчера делала печёночный тортик. Если что, смотрите рецепт в прошлом видео. Это все, что от него осталось. Вчера Дима как напал на него. Я сказала, не трогай, нам еще нужно 2 куска, чтобы я завтра их показала. В общем, торт реально получился очень вкусный. И сейчас вот после целого дня, как он постоял в холодильнике, он такой холодненький, немножко пропитавшийся, я думаю, сейчас он будет гораздо вкуснее. Также у меня осталась гречка, как я говорила вам, я ее варю на 2 дня. И сейчас хочу я обжарить шампиньоны, вот у меня такая уже чашка нарезанных шампиньонов, немного лука, обжарю это все на сковороде, добавлю в гречку, и как бы такая вот новизна получится, немножко что-то нового. И как бы освежить эту гречку, тоже немного потушу ее в сковороде. И добавлю, наверное, еще немного сметаны. Мне кажется, будет вообще супер. Кстати, если кто-то из вас вот попробовал все-таки отказаться от молочки на вечер, вот как я вам рассказывала с первого видео, с первого влога, напишите в комментариях, есть ли у вас какие-то результаты, есть ли успехи, или же вы поняли, что это просто бессмысленно для вас. Вот мне интересно ваше мнение. Я как-то пробовала отказаться от молочки именно вечером, вот после 6. На завтрак или на обед я ела молочку, но вот после 6 старалась отказаться, и на вечер я ела там, допустим, рыбку на пару или котлеты с каким-то легким салатиком, в общем, что-то в этом роде. И, честно говоря, я не заметила какого-то особого результата, просто вот творог вот сам по себе я люблю есть именно к вечеру. Я вот не сильно понимаю вот такие вот творожные какие-то блюда именно на завтрак, хотя творог, допустим, может там сырники классно, да, но вот такой вот творог как салат, вот как сейчас, к примеру,
не сильно я люблю. Я люблю все-таки более углеводные завтраки, когда можно помечтать о них еще с вечера. Так, ну, мой салатик, в общем, готов. Пойду я, наверное, смотреть с Димой какой-то фильм. Будем вместе кушать его. Я съем половинку, чуть большую часть, он меньшую часть. Он не сильно любит у меня творог на ночь. И буду с вами прощаться, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.